Так, всем добрый день. Сегодня у нас с вами путешествие, мини-путешествие в соседний городочек. И мы с вами едем в Кети. Беру вас с собой, чтобы развеяться немножко, поменять город. Покажу красоту. Это старый город Пескара, более новый. И здесь не так много красивых старых зданий. А в Кети, то что даже университет наш называется университета Ди Габриэле Данунцио Пескара Кети. И в Пескаре это филиал, как я понимаю, маленький университет. А главный университет именно в Пескаре, в Кети. Там большой, старый университет. Может быть, я, наверное, сделаю сначала университет, покажу вам, какой там красивый, интересный, а потом уже поднимусь в центр города, потому что есть Кети Альто, Кети Бассо. Не знаю, но Кети Альто, я уверена. Типа высокая, на горе есть город, старый город, он на горе, а внизу именно там домики, университет и так далее. Ну вот мы поедем с вами в Кети, и я вам сделаю экскурсию. Запишу много красивых видео, расскажу. Потому что первый год, когда я сюда переехала, у меня был друг из Кети, и мы очень часто ездили в Кети. Потом как-то перестали общаться, и больше нету этого друга. Не общаемся мы больше. Но путешествие по Кети я очень много сделала. Погуляла по Кети. Ой, все. Идем с вами брать трено. Как это? Поезд. Господи. Поезд. Возьмем с вами поезд. Он там минут 15-20 едет. И все. И мы в соседнем городочке. Вот все. Идем. Такие кусты яркие. Это вот здание школы. Не знаю, насколько вот это здание школы. Но вот это маленькое, там даже видно украшенные окошки. Это здание школы. Там все время маленьких деток забирают. А вот просто сегодня такое солнышко, красота, хорошо. У нас, наверное, градусов 10-11. Давайте так попробуем. А то я все время на фронтальную камеру снимаю. Там просто мое лицо вот так. И все. А тут, может быть, получше так будет. Более обширно, более красиво. Короче, я рассказывала вам про школы. А так рука более встает. Так, я рассказывала вам про школы. У них отдельно идут школы. У них, получается, малыши одна школа. Потом средняя, называется школа медиа. Средняя школа тоже отдельно. Как бы у нас все в одном здании, все учатся, а у них у каждой вот 3 части, получается, малыши, средние, а потом как лицеи идут уже с определением какого-то направления, там химического, биологического, даже искусства есть. У нас нету искусства, у них есть типа творческое направление связано, уже такой лицей более сфокусировано на каком-то направлении. И потом они уже выбирают университет. Я уже пришла на вокзал. Там еще надо взять билет, прокомпостировать его. Вот сейчас вам покажу. Там маленькая интересная просто станция. Это не вокзал, а станция. Вот у нас тут пальмы. Все у нас на солнце, пальмы, песок, красота. Вот здесь пальмы, красота. Вот такой вот маленький вокзальчик. Я тень. Он называется Порто-Ново. Пескара, Порто-Ново. Пескара. Столб мне все закрывает. Смотрите, какой красивый, региональный. Но это не мой. Я даже не знаю, куда он едет. Можно, конечно, посмотреть по вывеске. В Термали.
Да, в термале. Видите, там такой он красивенький. Такой он красивенький. Proveniente da Pescara e diretto a Sulmona. È in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Здесь он не сказал, но на поезд опаздывает на 15 минут. Из поезда я уже вышла, и здесь с поезда надо еще подняться вверх. То есть, как я и говорила, есть Кейтянто, Пикаскала, и Кейтянто надо автобус еще дальше подняться вверх. Вот, у меня такие вот билетики на автобус, Пискара Кетти, 90 минут длится, ты конвалидируешь, и потом 90 минут можно выглядеть, но центр. Еще, может быть, не может быть, а я хочу встретиться и должны встретиться с моей подружкой, не подружкой, знакомой. Она из Пети, она учится на врача здесь в Пети, потому что в Пети большой, более большой университет, а Пискаре более маленький, и как бы в Пети учится на врачей, и там, короче, это мы не так классно. Вот, она у нас в Пете, и я очень редко езжу в Пете, раньше ведь вот поэтому раньше как-то больше проводили время, были как-то на слуху, сейчас уже нет, и только когда вот я в Пете приезжаю, видится, вот, потом, вот тут, валидируете вот эти билетики, вот. В таком автоматике вставляешь, и он пишет дату. Когда, во сколько, и уже от этой даты 90 минут отсчитывается. Вот. Детяльком. Вот, просто вот так надо ехать. Тут такие вот повороты. Нас заносит, конечно же. Все. Сейчас приедем, вам покажу, как там красиво. Там старый город, более красиво. Все. Готовьте чай, будем здесь просто едем. Интересный факт, что когда я училась в Гольфлоре тоже был на возвышенности, и я каждый день туда-обратно ездила на автобусе по таким вот горам. У меня каждый раз уже загадывало. И вот сейчас мне тоже уже сложило, потому что вот поднимаешься в горы и закладывает выше. Вот это очень интересное ощущение, очень забытое, когда перед просто на людьми летишь, ты это не чувствуешь, пока вот город стоят, там так поднимаешься, ты чувствуешь, как захватывает больше. Это очень интересно. Я уже сошла на конечной остановке. Здесь вот такая красота, просто горы. Там будет еще одна смотровая площадка. Еще покажу вам красивый вид. Вот получается, вот конечная остановка. Вот тут вы выходите, вот на остановочке, и там за этим зданием костел, главный костел Кети. Тоже вам сейчас покажу. Так, погода сегодня прекрасная, поэтому будем гулять. И вот главный собор, красивый, старый. Мы даже туда можем зайти с вами. Сейчас зайдем, покажу вам, как внутри красиво тоже. Смотрите, здесь уже заходишь во дворик от собора, и здесь уже старый город, вот старый город, не знаю, хоть оно, знаете, такое все разрушенное, там
такое кажется не презентабельным, потому что, допустим, вот это все такое вот уже старенькое, ну, не знаю, но так мне это все нравится, это так красиво, не знаю, все такое вот старенькое, не знаю, почему мне это так нравится. Все эти старые, это как Рим, старые вот эти города, улочки, это вообще это так красиво, я не могу. Там какой-то автошкола, сервис. Ой, да, смотрите, какая красота. Есть одна история, связанная с вот этим видом. Я же приехала сюда, потому что здесь жила Маша, моя подруга, и она мне совсем помогла с первое время и с квартирой, и с... Как это... Как красиво. Все, смотрите, будем с вами сейчас по этой улице идти. Вот там эта улица с куполом. Тут вот там полиция тоже, а туда пойдем, там есть парк очень красивый. Здесь такие колонны красивые. Все красивое, короче. Вот, закончу историю. Маша училась на медсестру, и она училась здесь в Пете. И она мне скидывала вот эти все фотографии, и даже фотографию вот этой площади, фотографию, и еще какого-то кафе. Там люди сидели. И это так было красиво. И потом, когда я переехала через год, через два, и увидела эту площадь, приехала сюда в Петю, увидела эту площадь, и я такая, божечки, я видела это только на фотографиях, и я думала, что я никогда не увижу это вживую. А я это увидела. Это было так для меня приятно и, не знаю, необычно, наверное, что я увидела все-таки это. Я не верила своим глазам. А теперь я уже третий год живу в Италии. И это тоже я не верю в это, что я уже третий год живу в Италии. Вы можете в это поверить? Я нет. Вообще не могу. Вот. Петя очень такой старинный город. И здесь вот эти красивые колонны. Да, это вообще красота. Вот это все. Портики эти, колонны. Похоже немножко на Болонью. Вот. Потому что старый город. Все. Такая красота. Еще одна достопримечательность красивая. А там вот бар, в который я очень часто ходила. Там работала подруга моего друга, и мы там зависали. Вот, на первом курсе моей учебы. Вот такой вот красный красивый домик. Вот так. Все, идем дальше. А это тоже церковь. Написано лицей, гимназия. Что я говорила, что дети после средней школы, они вот идут сюда. Конвито национале. Вот это лицей. Вот представляете, дети здесь учатся. Хотели бы в таком лицее учиться. Ну, такой неплохой. А еще здесь везде конфетти. Не знаю, что-то здесь праздновали. Но я вообще не в курсе, что. Вот следующая площадь. Тут, конечно, ремонт решили сделать. Такая вот площадь. А там вот парк, мы туда идем дальше. Вот здесь такие рекламные щиты. Идешь такой, рекламу смотришь. Мне кажется, у нас такого нет уже давным-давно. А тут это так все, вот эти все баннеры. Вот. Птицы воркуют. Деревья такие здесь. Красота. Тепленько. Там сеньор даже в такой курточке. Ой, курточке такой коротенькой, сеньори. Я тоже, конечно, не отличаюсь длинной курткой. Я вообще в юбке короткой.
ужас. Тепло, тепло, хорошо. Это уже парк. Мы пришли в парк. Там красивый вон фонтанчик. Сейчас вам поближе его покажу. Все, пошлите гулять по парку. Вот такой красивый фонтанчик. Знаете что? Там есть сбоку. Не знаю, если видно, не видно. Там вон фонтанчик тоже. И там летом можно пить. Я думала, и сейчас можно. Но как бы там питьевая вода. Ты сюда подходишь к кранику и пьешь. Вот, и такой фонтанчик. Сейчас пойдем с вами туда, потому что там есть этот, как это называется? Водоемчик. Водоемчик с тарtaругами. Я не могу. У меня уже все на итальянском. Водоемчик с черепашками. Вот. Все. С вами идем. Здесь такая красота. Никого нету. И птички поют уже. Да. Вот смотрите, такая вот просто весна уже. Красота. Фонтанчики, к ним подходишь и пьешь. По всему парку такие фонтанчики, чтобы люди могли пить. И она чистая, вкусная. Вот, я не буду, конечно, пить. Ну ладно. Вот такие вот. Такая вот красота. Сейчас сюда пойдем, там даем с черепашками. За 1,5 года все поменялось, ребят, и больше черепах здесь нету. Есть только рыбки. Только рыбки есть. Красненькие, беленькие. Во, красота. Есть только рыбки. Но тоже неплохо, знаете. Такой вот здесь водоемчик. И рыбки плавают. Вот так. Такой вот парк. Тут фонтанчик еще один. Там скульптура какая-то интересная. И рыбешки. Если подняться вверх, я уже запыхалась. Ой. Если подняться вверх, здесь есть музей. Красивый музей археологии. Там очень красивый вид на... Не знаю, как сказать. Вы увидите. Но мы не можем туда зайти. Но там такое очень красивое большое окно, где открывается очень красивый вид. Но мы можем обойти этот музей и увидеть этот вид не через окно. Вот такой вот музей. Маленький. Он археологический музей. Archeologico Nazionale dell'Abruzzo. Национальный археологический музей. Получается, это окно, которое смотрит на красивый вид. И мы сейчас с вами пришли смотреть не через окно, а просто так. Здесь вид на горы. Здесь очень красиво. Да, тут машины еще ездят. Желательно, чтобы нас не сбили. Да, вот такая вот красота здесь. Солнышко. И вид на горы. Да, дорога здесь еще. Шишки, елки. И вот такой город. Там видно. Это не город, это, наверное, не Кети, уже другие деревушки там. Вот. Такие вот ажурные фонарики. Красивые. Даже фонарики красивые. И горы. Тут сижу на лавочке. Не знаю, мне казалось, что раньше этот вид такой был красивый. А сейчас он мне как будто... Я не знаю. Я надеюсь, что вам он красив. А мне, как говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Но это красиво горы. Я думаю, в следующий раз съездим с вами в Спольторе. Это городочек, где я жила год на 1-м курсе. Потом переехала уже в Пескару. И 2-й год уже в Пескаре живу. Съездим в Спольторе, потому что там тоже очень красивый вид.
и на море, и на горы, на все. Вот тоже, надеюсь, съездим, сделаю видео красивое какое-нибудь. Путешествие в культуре. Еще не знаю почему, но здесь все дети в каких-то костюмчиках. Сегодня какой-то день, какой-то праздник, я не понимаю, вообще не знаю. Какой-то, наверное, сегодня праздник, потому что все дети либо в костюмчиках каких-то черепашек-ниндзя, каких-то человеков-пауков, девочки в каких-то костюмчиках принцесс. Не знаю, что-то какой-то сегодня праздник. Дети или у деток, я не знаю. Вот интересно даже узнать, что сегодня за праздник такой. Смотрите, видите маленького мальчика, который идет в коробочке. Вот о них я говорю. Какие-то детки наряженные, у них какой-то праздник, я не знаю. Perché non c'è in Bielorussia non c'è questo. Ah, non lo fanno così. Mm-mm. Come lo fate? Come... Побыла, наверное, в Кейте часа 3-4. Мы встретились с подругой, попили кофе, побыли, поболтали. Я узнала, почему дети в костюмчиках, потому что сейчас карнавал в Венеции, получается, во всей Италии, как я поняла. И поэтому детки там с этими хлопушечками, игрушечками, в костюмчиках, весь город просто в детских конфетти, разных таких интересных бумажных хлопушечках. Не знаю, это так мило выглядит, весь город такой украшенный, красивый. Вот так. Я рада, что съездила, прогулялась. Надеюсь, вам понравится. Надеюсь, я там соберу какое-нибудь красивое видео и будет вам что посмотреть. Да, красивый маленький городочек. Все. Я думаю, я буду заканчивать этот влог. Всем спасибо за просмотр. Всех прошу поставить пальчики вверх, если вам понравилось это видео, подписаться, чтобы не пропускать новые видео. И увидимся с вами в новом видео. Вот. Всех обняла, всех поцеловала. Всем хорошего дня, вечера, утра. Не знаю, когда вы это смотрите. Вот. Увидимся в следующих видео.